Всем привет, друзья! На сайте CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, значит пришло время для нового свежего обзора. Кто еще, друзья, только пришел к нам в канал, да, подписывайтесь. Если понравилось данное видео, поделитесь с друзьями, напишите комментарий, поставьте лайк, буду рад. Ну и пока я начинаю обзор рынка. Сегодня в первую очередь посмотрим биткоин, потому что довольно интересно у нас сложилась ситуация, да, мы сходили в зону поддержки 31 тысячу долларов и снова отскочили. Тем самым сформировали PPR на дневке, немного ушли ниже и пробили вверх. То есть сопротивление пробили, но опять-таки мы можем его перерисовать там, эту зону проторговки, да, там и так, то есть пока нету явно, так скажем, сильного выхода, это все может затянуться, там, перерисоваться в нисходящий флаг, да, который мы сейчас пробиваем, либо же восходящий флаг, который может там в потенциале потом пробиться опять-таки вниз, да, то есть вот сходим примерно на сопротивление 43 тысячи долларов и пойдем вниз, потому что все-таки на дневке у нас сопротивление довольно сильное по биткоину. Ну и наше глобальное сопротивление сейчас уже находится опять-таки, ну, на 50 тысяч долларов. Вот, я думаю, если уж входим туда, будет какой-то уже интересный сетап для продолжения лонга, либо же опять-таки для снижения. Но сопротивление оно имеется по всем индикаторам, в принципе, оно там есть. Но опять-таки, смотрите, что мы видим по RSI. По RSI мы видим, что мы находимся у верхней границы. То есть мы находимся у верхней границы сопротивления. Опять-таки пробой RSI, да, это пробой вот этого нисходящего движения вверх. А если мы присмотримся, то у нас также здесь имеется такой вот восходящий канал, который по сути может и пробиться вниз. То есть если мы данное сопротивление не пробиваем по RSI, то есть как раз таки сетап на пробой вниз. То есть вот, если мы присмотримся, такой идеальный восходящий флаг. Вот, то есть мы находимся на отметке 50 с походом на нижнюю границу в сторону 40. И если пробьет, уже, конечно, в зону 30. То есть если это по биткоину смотреть, то это первое, это возврат к локальной такой небольшой поддержке. Это получается в зону 37 тысяч долларов. И потом уже непосредственно на 32 тысячи долларов, если мы все-таки пойдем на нижнюю границу. Если же пробьем, да, то это уже будет пробой как раз 30 тысяч долларов. А если же нет, то эта формация у нас как разворот, да, и разворот, поход на 43. Если 43 мы пробиваем, то, естественно, идем в зону 44, потом уже впоследствии на 50 тысяч долларов на ретест нашего пробитого глобального гипа. Это что касается биткоина. Друзья, запустил, кстати, голосование у себя на канале в Telegram. Проголосуйте, кто что ждет от биткоина. И также не забываем, что у нас начинается обучение, да, оно бесплатно, обучение трейдингу в прямом эфире, путь от нуля до про. Вот, так что можете смотреть, мы там как раз на прошлом уроке объясняли, что такое голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и так далее. То есть мы проходили фигуры технического анализа и дали еще пару свечных паттернов, и потом уже поискали их на самом терминале RoyMaker. То есть если кто не смотрел, обязательно посмотрите, все-таки хороший материал даем. И потом пойдем дальше. По биткоину мы разобрались, и давайте посмотрим сразу S&P 500. Как-никак мы от него тоже много зависим, да. И S&P 500 у нас, кстати, сопротивление пробил по RSI на дневке. Здесь мы находимся опять-таки над сопротивлением. Но опять-таки, смотрите, мы обновили high. Ну, тем самым, опять-таки, у нас есть дивергенция. То есть вот она, наша дивергенция, которую мы образовали. Вот она, да. Так, давайте ее как раз тоже с голубым цветом сделаем. Опять-таки, если у нас отрабатывает вниз, да, поход на нижнюю границу, раски на нашу поддержку, это где-то в районе 4150 пунктов. Ну, довольно-таки сильно, то есть падение в районе до 100 пунктов, да, то есть падение где-то в районе 2% по индексу S&P 500. Опять-таки, если мы тут пробиваем, идем дальше, да, ломаем, так скажем, этот дивер, то опять-таки вот
верхняя граница сопротивления. Сначала 4300, потом 4400. Ну, вот поставим середину, где-то 4350. Ну, то есть туда-сюда плюс-минус одинаковое движение, я думаю, отсюда будет. Но все-таки вниз по индикаторам, все-таки индикаторы говорят нам больше вниз, нежели вверх. Но что будет, уже будем смотреть по факту. Доминация. Единственное, что, так скажем, оптимистично настроено на рост, да, это опять-таки доминация. То есть доминация у нас идет как двойное дно, да, пробиваем дневку сопротивления. Вот, то есть если мы все-таки достигнем уровня 47, вот, в принципе, этот уровень давайте обозначим. Вот наше сопротивление, 47%. Если мы, конечно, его пробиваем, пойдем сюда на 48. 48 пробиваем, идем уже на 50, и вот уже 50 будет, друзья, решающая такая точка, лично для меня, да, если мы все-таки 50 пробьем, то это будет как раз смена тренда, то есть сейчас пока все-таки идет альт-сезон, если смотрим по доминации, да, потому что доминация пока не вышла за данное сопротивление, да, то есть пока у нас все-таки еще, хоть альта и сейчас уже, так скажем, не растет, да, так сильно, ну, бывают, конечно, прострелы у новых монет, но тем не менее, то есть как раньше она не растет, будем честны. Но опять-таки, видите, ключевое сопротивление опять-таки у нас здесь. Если мы от 50 отталкиваемся вниз, вот так, да, то есть идем, вот я сейчас заметил то, что у нас есть потенциальный вот такой восходящий канал, если мы идем вот так, вот, и потом пойдем как-нибудь так, то есть какую-нибудь там образуем фигуру, разворот, да, то есть тот же флаг, который восходящий, да, канал с отработкой вниз, то да, конечно, вот здесь, да, будет идеально. То есть это я жду плюс-минус конец июня. Если мы как раз этот конец июня будем находиться здесь и потом все-таки пойдем вниз, то это, конечно, будет интересно. Интересно поймать альту, то есть там на локальный отскок. Но опять-таки нужно смотреть. Если мы все-таки здесь пробиваем, да, опять-таки, то это будет, конечно, большое такое двойное дно с отработкой вверх, потом еще этот падающий клин, то это уже поход от 55 на 60%. То есть это уже тест данного, так скажем, уровня сопротивления, вот данных уровней, вот, где-то сюда уже. Вот. Где будет тогда альта, не знаю, друзья. Будет, конечно, ну, вы поняли. Вот, то есть если пойдем вверх. Ну ладно, не будем о плохом, пойдем дальше. Пока по доминации третьего эшелона тоже пока ничего сказать не могу. Потенциально, опять-таки, выглядит как двойная вершина. Total у нас как раз таки стоит сейчас тоже над сопротивлением. Верхняя граница, опять-таки, 1,7, 1,85, да, триллионов долларов. Тоже пока флэт, проторговка, но тут уже, видите, поджать идет к верхней стороне, то есть тут потенциально может быть двойное дно и все-таки отработка вверх. То же самое по тоталу, то есть у нас тут рисуется такой вот флаг, то есть сейчас я покажу на всех альтах, он есть. Вот, то есть может быть, ребят, все-таки будет вот этот вот отскок там на процентов 20-30 по альтам, вот где-то с текущих, вот на сопротивление, вот он все-таки флаг имеется, если он отработает, то как раз это движение по капитализации альткоина, да, в районе 15%. То есть это вот тот отскок, который мы наблюдали в принципе слоя. Конечно, не такой большой будет, думаю, я вот думаю, вот будет, который вот как второй. Ну, посмотрим, то есть как он отскочит, будем наблюдать. Так, биткоин сказал, эфириум. Вот эфириум, наверное, вот я бы, наверное, рассмотрел на покупку. То есть объясню почему. Вот примерно со стопом, наверное, все-таки уже за текущий лой. Вот, то есть у нас вот такое подобие падающего клина. Да, то есть имеется... Так, давайте 4 часа посмотрим. Но все-таки на 4 часах не было дивергенции. Но, тем не менее, вот двойное дно на 4 часах. Сейчас у нас идет ретест. Вот, после ретеста. Вот. Но опять-таки нельзя уходить ниже 2400. То есть если мы идем ниже 2400, да, то пойдем, конечно, опять вниз. Вниз этот как раз таки сопротивление, оно увеличится. То есть оно будет уже стоять, если это максимум, да, то оно будет так уже стоять. То есть просто могут перерисовать.
Нужно смотреть все-таки, нужно смотреть. Вот. Но вот здесь как раз таки, как я говорил, 0.5 уровень, 3050, да, долларов. Интересно потрогать. То есть коррекция текущему падению, поход туда. То есть он может быть, все-таки может. Но тут опять-таки нужно, друзья, смотреть больше, наверное, по скальпингу, смотреть скальп сделки. Вот, искать сетапы. BNB. BNB тоже нисходящий флаг, восходящий клин мы пробили. Вот, здесь опять-таки отработка флага. Тут у нас двойное дно еще. Ну, это опять-таки поход в район, наверное, 400-440 баксов. Ада, такая же картина. Нисходящий флаг, пробой, да. Это в район, наверное, даже 2 баксов, если это смотреть Аду. Ну, опять-таки, друзья, если мы посмотрим, да, то все же у нас есть вот эти вот вымпелы продолжения тренда у нас нисходящего, локального, да, то есть это наш локальный, все-таки мы смотрим картину. Вот, так что, хоть и охота откупить, но все-таки будьте осторожны. То есть вот, по доту мы еще не пробили, да, сопротивление, ударились об него и можем как раз сходить на нижнее сопротивление, точнее поддержку. Это вот в районе где-то, наверное, 16 баксов. То есть вот где-то там бы я все-таки, наверное, смотрел бы на откуп. То есть это, наверное, биток где-то в районе 37. Если вот мы смотрим, да, это поход где-то на поддержку. Вот, если от поддержки мы не уходим, то я биток, наверное, тоже где-то здесь бы откупил бы с небольшим стопом. Так, Ripple. Ripple поддержку у нас сейчас на 0.77. Либо же при пробое уже подтверждение двойного дна, это зона 0.93. По Юни тоже пока не пробили. Тоже от верхней границы отскакиваем. Вот если опять-таки пробиваем, то тоже сетап на лонг. Litecoin. Вот Litecoin, в принципе, нисходящий он пробил, сейчас ретестит. Вот Litecoin, конечно, выглядит сильнее, но опять-таки этот вымпел, он как бы смущает для покупки для лонга. Если, конечно, пробьем, закрепимся выше 175, даже 180 я бы, наверное, посмотрел. Вот выше 180 закрепляемся, да, пойдем, конечно, вот на верхнюю границу в район, наверное, 200. И там уже смотреть нужно будет от глобального двойного дна. Link. Вот из всех, да, вот Link такой более красивший, наверное, да, красивый выглядит. Почему? Ну, в принципе, вот, потому что сопротивление, да, которое мы пробили, мы все время бьемся об него. То есть мы бьемся. И можем как раз таки отскочить отсюда. То есть давайте посмотрим, что у нас может быть по поддержке. Так, вот наша локальная, если поддержку мы начертим, я думаю, мы ходили прям к ней. Да, вот где-то мы к ней ходили. Если мы рассматриваем это как ложный пробой, то да. То есть, ну, опять-таки, можем, конечно, тут тоже в районе 16 сходить, как это было по доту, да, в принципе, дот, линк, практически одна цена. Но вот, если мы уйдем выше 50%, 50 по RSI, да, то это будет RSI тоже потенциальное двойное дно с отработкой вверх. EOS тоже на сопротивлении, но у него поддержка поближе, то есть это в районе где-то 4.3. Я бы, наверное, смотрел на откуп EOS, если же нет, то следующая, так скажем, поддержка, это вот где-то, наверное, на 3.5. Вообще, в принципе, альту интересно откупать на тех лоях, да, откуда она, в принципе, стартовала. Откупать там небольшими частями. Если дадут, да, то буду, наверное, откупать все-таки на процентов 20 депозита, да, альту. Вот, ну, давайте просто текущих посмотрим, где это может быть. Вот, ну, где-то, если еще на 30% с текущих уйдет, да, на 30 там плюс процентов, то я бы, конечно, интересно было откупать. Но не те, так скажем, проекты большие, да, которые, ну, то есть им еще, конечно, падать есть куда, то есть довольно-таки далеко, то есть даже с текущих, ну, даже вот на эту, если поддержку мы рассматриваем, вот, либо же здесь, да, где-то откупать, где-то на баксе, если мы смотрим
аду. То есть смотрим, друзья, вот S&P 500, куда пойдет он, туда будем, по сути, смотреть, лонговать, либо же шортить. Сам пока, если смотрю по доминации, да, склонен к тому, что биток еще может вырасти, то есть в районе там 41, и там уже нужно будет смотреть. То есть вот оно сопротивление здесь, то есть там нужно будет смотреть и смотреть на RSI, потому что RSI, я все-таки думаю, он покажет картину быстрее, чем сам график, да, куда же мы все-таки. И вот это с границ, да, 42 500, ну блин, она очень красивая для шорта. То есть вот она 41. 42 тысячи долларов, да, вот 42 тысячи долларов, ну, прям очень красивая для шорта, если это все-таки будет восходящий, да, и поход вниз, то как раз-таки вот эта доминация, да, из-за сильного падения альты и менее сильного падения биткоина, то есть, ну, давайте посмотрим, если вот мы отсюда, к примеру, от 42 упадем даже на те же 30 тысяч долларов, да, это будет падение по битку там на процентов 30, да, это с текущих получается, ну, вот с 42 до 30, вот как раз таки 12 тысяч долларов, это в районе 28%, то альта как раз таки сделает, ну, в раза в 2 как минимум больше, я думаю. Вот, и тогда уже будет интересно для откупа. Но если биток пойдет еще ниже, то, конечно, тут уже нужно смотреть. То есть это опять, если наполовину, да, вот эта половинка, да, если она повторится, то есть это, по сути, если у нас проекция мы берем как флаг, то это как раз таки у нас пробой флага, проекция флагштока. То есть, если это все-таки так будет, то это все-таки, наверное, будет связано с S&P 500, с походом еще ниже. То есть, друзья, я вообще не пугаю, я просто, так скажем, делюсь мыслями, которые вот приходят на текущий момент и которые, так скажем, пища для размышления, что может быть. То есть, все, так скажем, потенциальные движения я вот с вами делюсь и говорю. Ну, на этом, в принципе, думаю, все. Будем смотреть. Я, наверное, буду опять-таки скальпить. Откупать пока желания такого сильного нету. Вот, пока буду все-таки смотреть, присматриваться, скальпить, если будут опять-таки сетапы. Вот. Друзья, на этом обзор подходит к концу. Если понравилось данное видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь в телеграм-канал. И до скорых встреч. Всем профита.